Порой нам начинает казаться, что совершенство — вещь достижимая. Но появись объект для сравнения, и мы понимаем, что это не так. Растрачивая свою жизнь по мелочам, мы часто не замечаем того, что творится у нас под носом. Не подозреваем, что как бы плохи ни казались наши дела, они всегда могут стать еще хуже. Так, ну что, вот у нас с вами уже и третий эпизод, и мы с вами продолжаем. Что нам надо? Давайте остановим, пожалуйста. И посмотрим, что нам надо спросить у Сьюзан, да? Окей, давайте сходим к нашей соседушке. Я не поняла, что тут у нас делает какая-то непонятная женщина около дома. Миссис Девинпорт. Что вы тут делаете, женщина? Привет, соседка. Привет. Доброе утро, миссис Девинпорт. К вашим услугам. Я смотрю, сад готов к заселению. Да, мне только надо купить немного саженцев. Ясно. А я вот вчера получил один редкий саженец с Филиппин по знакомству. Как это круто. Говорят, это самый красивый цветок у них в стране. Ого! Я надеюсь, он впечатлит и меня, хотя я пока только постигаю азы садоводства. Понятно. Что ж, надеюсь, ваш сад будет цвести и пахнуть. Хотя, конечно, до остальных садов в нашем квартале ему еще расти и расти. Да. Ладно, мне пора. Надо опылять цветы. До встречи. Ну ладно, поосторожнее там экспериментируйте. Да. Так, ладно, давайте пока сходим к Сьюзан, а потом докажите, что вы лучше. Приобретите сад, соломенные цветы, зелень в саду, узнайте больше о саде. В общем, много чего нам надо будет с вами узнать. Так, давай, мамзеля. Так, давайте пошлите, поговорим со Сьюзан. Сьюзан, здравствуй. Да, господи, да остановись ты. Поговорить. О, привет. А вот мы тут с Джули тарелочку запускаем. Как дела? Неважно, так что просто говорю привет и побежала дальше. Нет. Так, что тут нам... Так, ну бывает и лучше. У сына проблемы в школе, к тому же я не в восторге от его новой девушки, учитывая, что она обронила в его комнате. Да ладно тебе. Неужели все так плохо? Уж не знаю, что ты там нашла, но это же подростки. Да, действительно. Я лучше не буду вдаваться в подробности, но, скажем так, дело явно зашло дальше нежной дружбы. Но если это так сильно мешает учебе, надо что-то делать. А кто его девушка? Так, по-моему, я слышала имя Элисон. Так мы знаем же, что ее зовут Элисон, это точно. Элисон. Кажется, у Джули в классе есть девчонка с таким именем. Поговори с ней, она вам всю подноготную этой Элисон выдаст. А может, вовсе и не в девочке дело? С тех пор еще что-то изменилось? Ну, в прошлом месяце, пока он ходил в драм-кружок, все было отлично. Наверное, его оттуда выгнали. А в какой пьесе он играет? Мы с Джули всегда ходим на школьные постановки. Что-то я его не помню. Не знаю, что случилось, но он вдруг перестал задерживаться в школе допоздна, а вскоре посыпались плохие оценки. Попробуй поговорить с моей дочкой Джули. Может, она знает, в чем дело? Ну, А давай. вообще, если тебя беспокоят его оценки, стоит поговорить с учительницей. Отличная мысль. У тебя есть сотовая этой учительницы, а то я никак не могу получить все эти школьные бумажки. Ты можешь зайти в понедельник. Джули как раз в школе будет. Постой. Все проще. Я думаю, ее сотовый есть у Бри. Угу. Бри хорошо знакома с управляющим школьного департамента. Даже если у нее нет номера этой училки, она его без проблем достанет. Это идея. Спасибо большое за помощь, Сьюзан. Если чем-нибудь смогу тебе помочь, только скажи. Да ладно тебе. Удачи с Бри. Спасибо. Так, пошлите, мы пойдем поговорим с Бри. О, привет, соседка. Бри, можно с тобой поговорить?
Вообще-то я занята. Обед готовлю. Ты что-то хотела? Да. Дело в том, что мне нужен телефон той студентки-практикантки из школы Эндрю. Сьюзен сказала, он у тебя есть. О, а я как раз с утра разбирала телефонную книгу. Домашний телефон мисс Саваш. 762 20 84. А что ты еще хотела? Спасибо большое, Бри. Еще я хотела спросить тебя об Элисон Тинсли. К сожалению, я с ней совсем не знакома. Но мой сын Эндрю упоминал о ней пару раз. Поговори с ним. Думаю, он тебе поможет. Хорошо, тогда я спрошу его при встрече. Еще раз спасибо за номер телефона. Пока. Вот так, а вот и Эндрю. Эндрю, привет, поговорить. Здравствуйте. О, здравствуй, Эндрю. В такой чудесный день дома сидят только послушные дети. Ой, послушные, господи, простуженные дети. Ну да. И вы решили прогуляться? Да, подышу воздухом. Ну, удачного дня, до встречи. Позвоните мисс Саваш. Ладно, я думала с Эндрю поговорить сразу. Алло? Да, мисс Саваш. Ох, простите, ошиблась номер. Так, здравствуйте. А можно мисс Саваш? Это Табита Саваш. Вы кто? Это мисс Дэвисон, мой сын Круз учится у вас. Поняла. Здравствуйте. Я хотела спросить кое-что о некоторых из ваших учеников. Видите ли, школьная этика запрещает нам обсуждать учеников с посторонними. Это жесткое правило. Да, я понимаю, но мне очень нужно кое-что выяснить. Простите, ничем не могу вам помочь. Я Это хотела... может стоить мне работы, да и вообще всей карьеры. Я хотела спросить вас об оценках Элисон Тинсли. Нет, такой информации я тоже дать не могу. Уверена, вы меня понимаете. Чем я еще могу вам помочь? Я бы хотела задать вам несколько вопросов, касающихся моего сына. Хорошо, если хотите, я устрою родительское собрание. Я обеспокоена оценками сына и надеялась, что вы прольете свет на сложившуюся ситуацию. Ну, вообще-то я в дела учеников не вмешиваюсь, но с тех пор, как он начал встречаться с этой Элисон Тинсли, он больше не говорит со мной. Мисс Саваш, что же такое сделала Элисон? С тех пор, как эта девчонка из группы поддержки начала на него вешаться, он и думать забыл про наши занятия. Так, погодите, я думала, что после школы он уходит на репетицию в драм-кружке, а не к репетитору. А в чем заключалось ваше занятие? Да я просто помогала ему кое с чем, что ему трудно дается в учебное время. Табита, что вы хотите сказать? Согласитесь, ведь молодой человек должен быть рад научиться чему-нибудь от опытной и образованной женщины. Так, то есть вы намекаете, что во время этих занятий вы с моим сыном были близки? Если он будет уделять больше внимания своим занятиям, то и оценки его улучшатся. Я не могу поверить в то, что слышу. Это вопиющий случай. В общем, если вы не посоветуете своему сыну бросить Элисон и вернуться к занятиям, то я вам гарантирую, школу он не окончит и ни в какой колледж не поступит. Возмутительно. Неужели вы серьезно? Я во что бы то ни стало расскажу директору школы обо всем. Что вы вытворяете? Не смейте меня шантажировать, и я даже думать забуду, что я стану сводить вас со своим сыном. Знаете, дамочка, делайте, что хотите, только не забывайте, что мой отец – директор школы, и вы мне ничего не сделаете. Так, отец, и что же он мне сделает? Не все так просто, не все так просто. У меня есть доступ к информации, о которой другие учителя даже не знают. Поковыряюсь 5 минут в папином компьютере, и все. Оценок вашего сына там нет. Но в таком случае мы подадим в школьный совет прошение провести расследование или еще что-то. Вы не посмеете. Все очень просто. Скажите сыну, чтобы он возобновил наши с ним уроки и немедленно бросил Элисон Тинсли. Слушай, какая ты наглая дама, мисс Саваш. Если же нет, можно проститься с хорошими оценками и перспективами на будущее.
Мне нужно время, чтобы все это обдумать. И я позвоню вам, как только приму решение. Ах ты гадина такая! Так, что делать? Так, компромат. Но вы не можете даже думать о том, чтобы заставлять своего сына продолжать отношения со своей учительницей. Так, несомненно, должен быть какой-то способ достать компромат на нее. Хорошо, слишком внимание. Если вы решите воспользоваться этой возможностью, вы не сможете сдаться. Примите решение. За сдаться вы решили, что будет почтение требования, тролливали, Элисон Тинсли, внимание. Давайте будем собирать компромат. Привет, Бри, выглядишь просто замечательное. Чувство стиля тебя никогда не подводит, даже когда ты дома. Спасибо. Я купила эту вещицу в нашем торговом центре. Это из осенней коллекции. В следующий раз обязательно отправлюсь по магазинам вместе с тобой. А сейчас можно спросить, что тебе известно о той студентке, практикантке из школы? Тебе Надо же! Табита стала учительницей. Видно, отец подключил свои связи. связи? Какие еще связи? Расскажи, очень любопытно. У них в семье случилась ужасная трагедия. Это было лет 5 или 6 назад. Табита ходила в балетный кружок вместе с Даниэль. Хорошая была девочка, очень серьезно занималась. Видимо, собиралась стать танцовщицей. А что же тут трагичного? И как это связано с ее учебой в колледже? О, извини, я просто вспомнила Даниэль в пачке, балетных туфельках. Прямо маленькая фея. Ну да ладно. У Табиты был маленький брат Кори, и ему было всего 1,5 года, и Табита сидела с ним, пока родители были на работе. И вот как-то вечером Рекс поехал к ним на вызов. Видимо, с Кори что-то случилось. Когда он приехал, мистер Саваш уже вернулся с работы, и Табита была в жуткой истерике. А ребенка нашли мертвым в кроватке. Это так ужасно. Рекс и тот был в шоке. Как это в шоке? В том-то и дело. Рекс никогда не говорил мне о том, что там на самом деле произошло. Наверное, синдром внезапной детской смерти или что-то такое. Буквально через 2 дня после этого случая Табиту отправили в какую-то школу танцев в Европу. Никто так точно и не знает, что случилось и куда именно она поехала. Но вернулась она совсем другим человеком. Холодная, резкая, почти не улыбалась. Ее как подменили. Она стала курить, одевалась как панк. Мне всегда казалось, что, возможно, Табита была каким-то образом виновна в смерти брата. Так. О, господи, горе-то какое! Представляю, что потом стало с девочкой. Да, ужасно. Она так от него и не оправилась. После того случая Табита стала очень сложным подростком. Удивительно, как она вообще смогла поступить в колледж, а уж тем более его закончить. Честно говоря, вряд ли из нее выйдет хороший учитель. Полностью с тобой согласна, Бри. Во всяком случае, я бы ей своих детей не доверила. Ой, извини, твой сын у нее учится? Да, она ведет английский у него в колледже и, по-видимому, не в восторге от его работ. Ну что ж, спасибо тебе большое за информацию, Бри, пока. Давайте позвоним. Это снова вы? Здравствуйте. Так, да, мне нужно еще раз поговорить с вами о Крузе. Просто скажите мне, придет ли он на завтрашнее занятие. Я хочу опробовать с ним новую методику. Так, совсем недавно я видела... вот, давайте вот так. О, вы его вполне можете увидеть, но вот странно, совсем недавно я виделась с Бри Ван де Камп, и мы с ней немного поболтали. Просто скажите мне, придет ли она. Так, это мы дальше продолжаем ее. Так, приинтересная была беседа. Я узнала о вашем братике Кори. То, что с ним произошло, такая трагедия, верно? Ну да, и что? Это было очень давно. Так ваш сын уже расстался с Элисон или нет? У меня нет времени обсуждать мое детство. Мне кажется, ваша история ухода за ребенком куда интереснее. Похождение моего сына. Советую вам рассказать мне правду, пока об этом не узнал педсовет. Умер в колыбельке, да. Взял вдруг и перестал плакать. Я думала, с ним все хорошо. Я ничего ему не сделала. Нет, что-то не верится. Я уже оставила свое мнение о вас.
Послушайте, мне было всего 14. Отец сказал мне, что все будет нормально. Он все время плакал, и я просто хотела, чтобы он замолчал. Нормаленько. Ваш папа ошибся, милочка. Ничего нормально не будет, если вы, конечно же, не отвяжетесь от моего сына. Ладно, ладно. Ваша взяла. Пускай сынок делает, что хочет. Мудрое решение, Табита. Я с вас глаз не спущу. Ха-ха! Мы поговорили. Проблема с Табитой успешно решена, но ваш сын все же соврал вам. Он скорее вернется с учебы, отчитайте его за ложь. Ну, давайте мы его отчитаем. Давайте мы еще посмотрим уход за садом. Нам надо чуть-чуть разобраться с садом. Все-таки же. Давайте посмотрим, что тут за мини-игра. Ну. Опа! Мини-игра! Хорошо, закончим обучение. Так, давайте, что это такое? Ой, боже мой, грязь какая, боже мой, это... Так, опа-ча. Хорошо, давайте... Ох, тут нету никаких... Давайте цветочки посадим, может быть. Ить. А здесь давай красненькие, а здесь желтенькие давайте. Давайте еще вот такие цветочки тут посадим и польем водичкой все-таки. Я думаю, что это будет очень даже неплохо. Ладно. Разговариваем на чистоту. Давай, пошли, откроем дверь и пойдем с нашим любимым сыном. Мы поговорим на чистоту, если он здесь есть. Вот, сын вернулся. Давайте, иди разговаривай. Поговорите-ка. Сейчас я тут это выясню все. Что ты, где ты, зачем ты? Чего у нас на ужин? У нас сегодня макароны, но прежде чем ты зайдешь в дом, я хочу поговорить с тобой по душам. Конечно, мам. Что такое? Я сегодня долго разговаривала по телефону с мисс Саваш, и она все рассказала. Все? Что она тебе сказала? Она рассказала мне о ваших занятиях после школы и о том, что не видела себя уже несколько недель. Ну да, я встречаюсь с Элисон, и на все у меня просто времени не хватает. Ну да, затруднительное положение. Ну, просто мисс Саваш мне надоела, а с Элисон у нас все просто отлично. Ну, это я могу понять. В эту пору жизни молодому человеку легко запутаться. А мисс Саваш обнаружила сложившуюся ситуацию и пришли к соглашению, так что можешь и дальше встречаться с Элисон. Теперь Табити Саваш оставит тебя в покое. Ладно, мам, я больше врать не буду. Просто ситуация такая была, ну и сама понимаешь. А можно Элисон переночует у нас в выходные? Эй, сбавь-ка обороты, Круз, и займись лучше домашними занятиями. Ишь ты. Выбирая меньшее из двух зол, мы каждый раз обречены на сожаление. Сожаление – вот что напоминает нам о старых ошибках и уберегает от новых. Но с некоторыми ошибками приходится мириться всю жизнь. И компромиссы, которые когда-то казались нам такими правильными и разумными, напоминают о себе во все более причудливых формах, заставляя нас сожалеть о своем выборе.